Right now we're in Staromikhailovka, and we're here at this home that was hit at just under 4 hours ago at 2 o'clock by a shell dropped from a drone. And now we can hear the drone, another drone overhead, and we're listening to it now, and we're gonna see what happens next. It's a very tense situation. Right now we're on the street of Dnipropetrovsk in Staromikhailovka, just on the edge of Donetsk. And just under 4 hours ago, this home was hit by a grenade that was dropped from a Ukrainian drone. The soldiers here tell us they've seen the drones coming overhead and dropping either shells or grenades onto this residential area. And this home behind us is the latest victim of this new drone war, because this is the first year that this war has becoming more technical, and drones are being used more in an offensive manner. It's been happening more and more in and around Donetsk, shells being dropped from Ukrainian drones. Even last week, a Ukrainian officer released a video bragging about how the Ukraine military was using drones to drop shells on both DNR positions and residential areas. And you've seen that on my reports on my social media. So we're gonna see what the damage is here on this house, and please subscribe. And as always, I'm an independent journalist, so help me spread my word to the world what's really happening here in Donbass. Like this video, comment, subscribe, and share across all social media to help us get the word out. Thank you. Мы находимся, в общем, в населенном пункте Старомихайловка. Вот, напротив нас стоит вооруженные силы Украины, конкретно 28-я бригада. Вот. Сегодня днем с их стороны был запущен ударный беспилотник, в результате чего, как вы видите, пострадал частный дом. Вот. Как вы сами наблюдаете, здесь ни позиций наших, ничего нет. Вот. Полноценная провокация ведет противник, вот, на что мы в принципе не реагируем. Также постоянно ведется огонь с БМП-2. Неоднократно перехватывали радиопереговоры их командиров машин с вышестоящим руководством. На что они говорят? Впрямую работаете по населенному пункту, вот, и чтобы потом все это на нас сбросить. Так, ну, в принципе, что еще тут можно сказать? Из чего стреляли, ты рассказал? А? Из чего стреляли, рассказал? Да, с ударного беспилотника сброшен был ВОК-17. Расскажите, часто ли у вас работают вот подобные машины, беспилотные авиация украинская? Мы же понимаем, что получается только ОБСЕ, только беспилотники ОБСЕ могут летать в бесполетной зоне в районе линии разграничения. Совершенно верно. И да. Работа беспилотника, тем более ударного, отдельно с ним. Да, конечно. Работа беспилотника, тем более ударного, является прямым нарушением Минских соглашений. Само собой, но они используют гражданские беспилотники типа квадрокоптер. Вот. И там они установку самодельную делают, вот, самосброса. В определенный момент она, ну вот такого еще типа снаряда они сбрасывают, вот зажигательного. Вот такие элементы. И также с автоматического гранатомета ВОК-17 гранаты сбрасывают. Ну, с периодичностью, ну, я так понимаю, это у них кочующие подразделения, которые вот, периодически перебрасывают на разные участки фронта, вот, для вот таких подобных акций.
До этого еще пару раз такое было, но в принципе вот это уже месяц точно не Скажи, пожалуйста, происходило. насколько опасны вот такие беспилотные аппараты и их, так сказать, груз, который они сбрасывают? Ну вот, как вы сами видите, результат. Вот такая вот кассетка, она, человека прожжет просто насквозь, и ничего не останется. Вот, аналогично и жилой сектор, частные дома и так далее, все просто сгорит. ВОК-17 имеет осколочное действие, тоже, Много людей живет рядом тут? Да, можете сами выйти посмотреть, как противник, я наблюдал видео, говорит, что мы специально здесь включаем свет везде в домах, потому что в населенном пункте никто не живет, что у нас штаб находится в церкви. Вот, вы можете сами пройтись по улице, вот тут буквально до противника 1,5 километра, здесь густонаселенные участки, вот, тем самым они компенсируют то, что они по нам стреляют, по жилому сектору. Вот дальше, буквально через дом, сгорела крыша. Вот, пожарные не смогли подъехать, потому что велся огонь со стороны противника. Вот, нашими силами, наших ребят, вот, удалось спасти дом, чтобы не сгорел до конца. Вот. Действуют они следующим образом. Зажигают либо вот такого типа сарай, либо дом. Вот, затем начинаем тушить и начинают работать на дым. Не дают тушить. Вот, им абсолютно без разницы, кто это. Военнослужащие или мирное население. Скажи, пожалуйста, кто живет в поселке? Я вот просто ехал по улице, да, и это в основном бабушки, дедушки. Да, в основном пожилые люди, которым не удалось никуда уехать. Вот, молодежи здесь нет, в основном старики, пенсионеры. Вот. Ты считаешь, что таким образом они пытаются запугать людей или что? Совершенно верно, чтобы люди на нас обозлились. Вот. Но ничего у них не выходит, все в точности да наоборот происходит. Вот, люди их просто проклинают. Вот. Вы, я же говорю, можете, вы немножко просто не успели. Здесь была женщина, хозяйка этого дома, она уже от рук наших, так сказать, защитников получала уже контузию. Вот, бабушка плохо слышит. Вот. Сегодня опять от них получила подарки, очередную защиту. Вот таким образом. Летит опять. Что делать? Что делаем? Давайте, мужики, куда-то прячем. Да, Наташа. Да я слышу, Наташа, давай. Где-то тут. Right now we're in Staromikhailovka, and we're here at this home that was hit at just under 4 hours ago at 2 o'clock by a shell dropped from a drone. And now we can hear the drone, another drone overhead, and we're listening to it now, and we're gonna see what happens next. It's a very tense situation. Основное то, что его не видно, это самое плачевное, потому что когда его обнаруживали визуально, обстреливали, он набирает высоту, а сейчас вообще они по-хитрому просто подлетают и сразу уже с такой высотой, что визуально ты его просто не увидишь. Сейчас я не знаю, наверное, возможно, воздушную разведку ведут. Так, ну все, выходите. Летит. Пацаны. Летит. Ага, оттуда летит. Его слышно, но не видно ничего.
Блядь, пошли нахуй. I'm not sure if the camera's picking that up or not, but now we can hear another drone coming, so we're running to get in some shelter. Хату, быстро! Picking that up or not, but now we can hear another drone coming, so we're running to get in some shelter. Где? Вон справа там. Что-то кинул. Горит, горит. Свалил опять. Где он? Над нами. Я же говорю, его не видно вообще. Мы находимся прямо сейчас под обстрелом с украинского дрона. Где, Саш? Ну, пропусти. Беги. Шарик? Шарик этот, да? А, да, вот. Вот элемент от теннисного шарика. Большого тенниса. Горючая смесь, все. And so now you can see what the drones are actually dropping. Sometimes it's shells, sometimes it's grenade, and in this case, where we just saw, they dropped a small ball that breaks and starts a fire when a glass little bottle breaks and drops 2 chemicals in it. And now we're getting out of here before the next one comes.